Вас объявили тут международный розыск. Это Беларусь, детка. Я вам в этой программе 2 фотографии ваши поставлю. Вы даже по лицу по своему посмотрите, как вы поменялись. Я думаю, что самыми страшными все равно останутся те 3 дня. Вас посадят, детей заберут в детдом. Мы будем продолжать бороться. Мы в Вильнюсе, столице Литвы, где сегодня нашли политический приют многие белорусы. И здесь же пересиживает временные трудности внезапный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Отчаянная домохозяйка, которая нечаянно бросила вызов диктатору Лукашенко. Многие говорят, что ее история напоминает лихой киносценарий и ждут то ли голливудского хэппи-энда, то ли мрачного финала в духе восточноевропейского артхауса. Но лично для меня Тихановская – это полное олицетворение своей страны. Мягкая, робкая, молчаливая жена своего влиятельного мужа, которая впервые в жизни решила ослушаться. И завертелась. Светлана, читай Беларусь, пробудила гражданское самосознание. И Светлане, читай Беларуси, кажется, это очень понравилось. Надо будет взять микрофоны. Самое холодное. Мы очень боимся потерять звук. Спасибо, рубаха. Вообще все красиво, по-моему. Не только рубаха. Девушка в этой рубахе особенно хороша. Слушай, ну это максимум комплимент, который могут видеть мужчины. Да, это правда. Вот я говорю, эти мужчины, у вас красивое платье, блин, а я? Сегодня. Да. Сегодня у тебя красиво. А, отлично. Так, я не стала наливать воду, я не понимаю... Она закрыта? Мы ее начали открывать, но я ее открываю. Скажите, как вам? Я не знаю. Первое, да? Нет, я могу, пожалуйста, я не знаю. Это уже все становится мемом каким-то. Свет, ну, я вот начала думать, значит, во-первых, приходит охрана до вашего приезда, все проверяет. Потом я, значит, вот запуталась с этой водой, я не понимаю, наливать. Можно открывать бутылку, нельзя. То есть мы обычно все заранее готовим, а тут вы к этому сами-то уже привыкли? К охране привыкла, к воде. Да таких вопросов не возникало. Но какие меры предосторожности появились с вашим приездом в Литву? Да никаких особо. Воду, ну, не пить воду, которая уже налита. Ну, это, знаете, это отголоски, наверное, недавнешней истории. Да, мне Литва дружелюбно предоставила такую возможность ходить с охраной. А это была ваша просьба или это их? Нет, это их добрый жест. И это все как бы оплачивает литовская сторона? Ну, или как-то... Ну, скорее всего, да, потому что я не оплачиваю охрану. Вас объявили тут международный розыск. Что не это? Международный, там как межгосударственный, по-моему, как он называется. Что это значит для вас? А вы знаете, ничего не значит. Потому что так как правосудия нет в Беларуси, статьи лепят, скажем так, всем подряд. Был бы человека статья найдется, это как никогда актуально для Беларуси, то ничего не значит. Это не та статья, за которую нужно переживать. Ну, в том смысле, понятно, вы не можете въехать на территорию России или Беларуси. И все. Другие страны можете. Да, это между Беларусью и Россией. Вы недавно сказали, что я скоро надеюсь, что я вернусь к своим котлетам. Вы когда последний раз за плитой стояли? Ну, может, сейчас раз в неделю получается, если получается, уже не помню. Со мной из Беларуси уехала близкая подруга, которая стала очень-очень близкой за очень короткий срок. И ее семья. И вот мы с ними продолжаем наше общение и дружбу. И хорошо делим жилье. Да. И она и помогает со всем этим. Где вы живете? Не имею в виду адрес, что это за квартира? Это вам снимают ее или что это? Или это правительство вам тоже выделило квартиру? Это благотворительные фонды, да.
Я живу с детками, они же ходят в школу, я смотрю за ними. Для этого рано приходится вставать, возить, да. Ну, что же их? Мне надо работать. Куда я их? Я одна у них осталась. Часто ли они спрашивают: мама, когда мы поедем домой? Домой хотят очень, особенно младшая дочка. И младшая дочка постоянно спрашивает каждый вечер: я так хочу к папе, где мой папа? Это уже прям... А что вы отвечаете ей? Папа в командировке. Вы говорите, что папа в командировке? Да. Они до сих пор не знают? Старший сын знает. Но как знает? Я думаю, что он знает, потому что мы с ним об этом не говорим. Но я думаю, что моя сказка про командировку ему уже не катит, скажем так, потому что у них уже есть доступ к Ютубу, и он знает о том, что происходит. Потому что он уже вместо меня иногда сестру успокаивает. Папа скоро приедет, не волнуйся, там ее так подбадривает. Но когда им в школе дали писать сочинение про Беларусь, он написал про то, что у нас на самом деле происходит его глазами. Мы никогда с ним это не обсуждали, никогда с ним... Для него тоже папа был всегда в командировке. Я думала, что он тоже это еще где-то недопонимает, но, оказывается, все понимает и все описал, как видел. И что он написал? Что у нас президент, которого не любят люди, а он, значит, отправляет полицию, всех бьют, убивают. То есть то, что он видит в Ютубе, да, то он и пишет, написал тогда. А про маму там было? Нет, про маму не было. Я не уверена, понимает ли он мою роль в этом, потому что мы не обсуждаем... А почему вы с детьми не сядете, не посадите их, не поговорите о том, что произошло? Ну, 5-летняя дочка все равно не поймет, и травмировать ее рассказом о том, что папа в тюрьме, тоже не стоит. Это ее детство, это не ее проблема вообще. Поэтому вот у нее сейчас день рождения будет, естественно, папа ей подарит подарок. Это не без этого. Что подарит папа? А попросил подарить куклу. Это девочки-фанаты «Холодного сердца». Нет, «Холодное сердце». Эльза, да. Эльза. Вот. А со старшим, может, оно и стоит. Для меня это такая больная тема. И не хочется ребенка травмировать, вот честно. Он очень такой нежный очень. И... Ну, смысла в этом, ну, понимает и понимает. Если ему понадобится с кем-то пообщаться, я для него всегда рядом поговорю. А самой заводить эту тему, не знаю. Мне просто не живет ли он вот в этом страхе, что непонятно, что происходит, и еще и мама мне ничего не говорит. Я не знаю, я просто пытаюсь встать на... Надо спросить. Я как-то никогда... Мне не хочется его ранить, поэтому как-то я так не подходила с этой точки зрения, что надо объяснить. Ну ладно, папа в командировке. А мама почему в Литве? Мама в Литве, потому что у нас в Беларуси коронавирус, и мы оттуда уехали, чтобы не заболеть. Ну, это такая частично тоже история для младшей дочки, на самом деле. Почему мы в садик не ходим к подружкам. Вот. Я попробую, может, вы и правы. Может, и пообщаюсь. Вам вообще не страшно, что 10-летний ребенок сегодня пишет сочинение о политике? Ну, наверное, не страшно. Это значит, что дети интересуются, что происходит. Я знаю, тут у нас много перелокацированных детей тоже. И там 14-летние вот сейчас тоже очень активно следят, чатятся, скажем так, с теми, кто там остался в Беларуси. И очень много тоже общаются по поводу ситуации в стране. То есть даже уже у детей есть свои чатики на политическую тему? Да. Ну, наверное, они не могут, наверное, оставаться в стране от родителей. Родители дома обсуждают, видят, что происходит на улицах города, городов. Угу. Поэтому так зарождается гражданское мышление. Давайте с вами обсудим круглый стол в КГБ, который недавно произошел. Если бы вы были на месте своего мужа, вы бы поступили так же, как он? Вы бы вышли на этот круглый стол или поступили, как Мария Колесникова? Я потом узнала, что он не знал, куда его везут. Я не знаю насчет Марии. Возможно, Марии и сказали, предложили встретиться. Я уже таких подробностей не знаю. Но вполне могло быть, что и сказали. Но Сергей не знал, куда его везут. Но по-хорошему как нужно было поступить, если бы знал?
Значит, если бы я была на его месте и знала, что сейчас будет встреча с президентом, она, наверное, бы тоже пошла. Ну да, что послушать, что говорит. Но это вообще, не унизительная ситуация, она не странна вам. Это круглый стол, что он приехал с ними решать? Для него унизительная. Ну, в смысле, для заключенных нет. Они же подневольные. Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире. Лукашенко приезжал, скорее всего, мы можем только предполагать, за как-то развалом оппозиции, что ли. Вас вообще можно расколоть? Ну, во-первых, мы не оппозиция, мы большинство. Вы об этом знаете. Понимаете, волю народа, ее уже не изменишь. Они все равно хотят жить без этого человека. Каким это будет образом, это вопрос другой. Смогут ли они принять человека, который какую-то сделку заключит, и пойти за ним, даже если это какой-то бывший их лидер? Я не знаю. Но тот факт, что... я уверена, что он ни с кем ни о чем не договорился. Там сидят люди, у которых есть принципы, у которых есть сила духа. И не сможет договориться, вы думаете? И не сможет. И вообще, а что это за переговоры такие? Ты выпусти, а потом разговаривай. Никто дословно не знает, что там было, никто об этом не говорит, но... Там можно было, насколько я понимаю, да, у каждого он сказал, давайте ваши какие-то просьбы или что вы хотите. Ну, там писали, что кто-то попросился в баню. Один человек сказал, помыться бы. Да. Сергей, я не знаю, как дословно звучали его слова, но я уверена, что это не было просьбой. Возможно, это было как-то немножко в другой форме. Да. А кто там еще что просил, я не знаю. А это неожиданно было, что он вас набрал? Очень неожиданно. Мы как раз был женский марш в Вильнюсе, к которому мы присоединились. Сидели, обсуждали этот марш, и мне звонят друзья и говорят, вот только что звонил Сергей из Беларуси и просил твой номер литовский. Скоро он тебе будет звонить. Я все-таки замерла. Может быть, тебя уже где-то встречать? Нет. Надо как-то жестче быть. Жестче? Я переживаю просто за всех, кто там в тюрьме находится, знаешь, жестче быть, но чтобы на вас это всех не отразилось. Но, значит, будем жестче. Это вы не общались сколько? 4 месяца. 29-го будет 5 месяцев. И что, вы сели с телефоном? Вот так и да, стала с телефоном и попросила, чтобы записывали, потому что я, когда на нервах, я просто потом забываю вообще, что я только что говорила, чтобы зафиксировать это, чтобы переслушать и его голос, потому что восприятие меняется, когда ты в таком состоянии общаешься. И он сразу сказал, что я могу говорить только о семье и о детях. Спросил, как дети, как вы, что там. И ты ему задаешь какой-то вопрос, он молчит. Понятно, что он не один, что он там на что-то не может ответить. Тогда я ему рассказывала, как у нас дела, что происходит в Беларуси, что мы боремся, что мы не сдадимся. Делаем все возможное, чтобы скорее вы все вышли. Не знаю, как долго это может продлиться, но надеемся, что очень скоро. Делаем все, что все необходимое и по изменению ситуации в республике. Я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем. И никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены, пока не добьемся новых выборов. Я когда смотрела ваше видео,
У меня прям, как вам сказать, моя реакция, у меня прям злость была в этот момент, что я думаю, 5 месяцев не общаться с мужем, а она ему говорит, наше дело правое, мы еще поборемся. Знаете, как робот, которому написали текст, надо его сказать мужу, как будто вы чужие люди. Ну, это же маленький кусочек, который уже был примерно к концу ближе. Угу. Поговорили о детях, о нас, о том, что ему надо. Я говорю, может, тебя уже встречать? Оно это уже потом было. А потом ты ему, ты знаешь, что просто молчит. И что мне ему рассказывать, какая у нас погода? Ну, о чем? Человек там, а мы здесь сражаемся за то, чтобы все изменилось. Чтобы он почувствовал, что он там, мы никого не бросили. Мы, конечно, нужны были эти слова поддержки. Именно от меня, потому что так получилось, что я на этом месте. А он мне звонит. О птичках поговорить. Ну а как? Сказать, что вы его любите? А я сказала. Только это не для... Зачем это выкладывать? Мне надо было выложить, как я рассказывала о детях, ему как дети дома переживают. Но это же вы выкладываете это видео, это все равно вы показываете свою человечность народу. Ну тут двояко. Двояко. Как вы с Сергеем познакомились? Банально. Пришла в клуб. Ночной клуб? Ночной клуб. Пришли студентки, бедные. Понедельник, потому что понедельник вход бесплатный. Не, бесплатный вообще. Пришли, там людей мало. Ну, сидим там, какой-то попиваем что-то. Подходят молодые люди. А что сидим? Что в понедельник перешли? Ну, говорим, денег нет там на субботу. И то я сейчас попрошу, там вам выпишут пропуск на субботу. О, класс, давайте. Значит, выписал, и принес нам эти пригласительные и ушел куда-то. Ну и все, домой мы уехали, думали, о, класс, в субботу, пойдем на тусу. А уже на следующий день каким-то образом он непонятно вообще через кого узнал какую-то мою подругу ближайшую, передал через нее, что он хотел бы пригласить меня на свидание. То есть на следующий вечер сказал, где он будет меня ждать. Мне понравился, я пошла. И все, с тех пор почти не расставались. Чем он вас взял? Он же у меня красавчик. Это раз. Он очень самоуверенный, очень такой вот был наглый. Такой вот. Вам нравилось, что вы до всех этих событий были немного действительно за мужем? Я не думаю, что мне это прям нравилось. Так жизнь сложилась, что я вынуждена была быть за мужем. Он был, как говорится, добытчик единственный в семье. Но он много работал, он много ездил, поэтому я одна практически, можно сказать, детей воспитывала. Как практически? Почти каждые выходные он приезжал, потому что без детей долго не мог, без жены. Даже если он неделю-две вынужден был по работе уезжать, то созванивались постоянно. Он за детьми прям очень любит их. К такому браку вы не были готовы, правильно? Как это называется? Брак выходного дня? Почему? Это жизнь. Конечно, все рисуют картинки счастливой жизни. Папа вечером приходит домой с работы, и там все счастливы. А мы были счастливы, когда он приезжает там на выходные. У нас так получилось. А у некоторых вообще уезжают на вахту на полгода. И тоже живут. А почему он уезжал? У него была своя продакшн-студия. Он чаще всего ездил на съемки. На долгие. А потом, когда он наконец-то решил уже осесть, к семье вернуться, устал от этого кочевого образа жизни, началось блогерство. И он опять поехал по Беларуси. Но мы уже хотя бы его видели каждый день в стримах, видео. Хотите жить в стране для жизни? Конечно. А сейчас мы не живем пока. Мне нынешняя жизнь напоминает правление Ивана Калиты. Это, если кто помнит, такой был денежный мешок. Говорю, после меня хоть потоп. А как выглядел ваш день до всей истории, когда ваш муж решил идти на выборы? Утром проснулась, детей отправила в сад, в школу завела, какие-то домашние дела. Я уже в этом году почувствовала то, что я уже могу выходить на работу. И я начала готовиться к
скажем, где-то просматривала вакансии, куда-то надо было уже определяться, потому что очень долгое время не работала. Вы были в декрете или просто надо было какой-то уход за ребенком особый или что? Особый уход за ребенком, скажем так. Там синдром какой-то или это нет, просто... Нет. Это, как говорил Иван Охлобыстин в одном фильме, «Временные трудности». Сынок, с этого дня ты будешь сам себя обслуживать. Маме помогать, как все нормальные люди. Что ты говоришь? Как он себе сам поможет с его болезнью? Это временные трудности. А фильм «Временные трудности» про вашу ситуацию? Не совсем. Не совсем про мою, но совсем справились. Вы вообще были очень аполитичны до всего этого. Меня поразила ваша фраза «Я что-то там слышала про 2010 год в Беларуси». Серьезно? Вы не смотрели новости вообще? Нет, я смотрела новости, но я помню это на уровне человеческого отношения просто, что людей бьют, избивают, и люди собрались против власти. Но именно почему, какие причины глубинные к этому привели, нет. Как и Сергей, мы жили, понимаете, очень долго люди жили в своих маленьких семьях, у них, где внутри как бы все хорошо. Когда выходить на улицу, закрывать на многие вещи глаза, то, в принципе, и жить-то можно. Проще не замечать. Вот тогда было так. Мы строили семью, у нас детки были, у нас были другие немножко проблемы. Пока у тебя, в принципе, все неплохо, тогда это еще 10 лет прибавилось с тех пор. А как вы помните первая новость, которая вас шокировала, и вы что-то начали вдруг думать о своей стране, о политике и о том, что что-то здесь не так? Знаете, как все обсуждалось на кухне. Всегда за закрытыми дверьми. И со знакомыми, и со старшим поколением. Но это такие, знаете, на уровне разговоров. Там опять дорожный сбор повысили. Ох, уже там еще что-то случилось. Ой, подняли пенсионный срок. Вот, там, черт бы его взял, этого там президент, это что же это такое? Я уже должен был там выходить через год на пенсию, тут мне еще работать. Ну, вот это на таком уровне. А когда я уже это все начала вникать вместе с Сергеем, когда он начал ездить, разговаривать, тогда и ты в это Вы начинаешь. просто смотрели передачу мужа и узнавали о своей стране через его передачу? Наша власть нелегитимная. Президент не выбирался, все пораскрадено, колхозы развалены. У людей нет душа даже помыться. Туалеты на улице, ребята. Когда-нибудь вы Сергею говорили, что зачем ты это говоришь? Зачем ты это снимаешь? У тебя же дети. Нет, не говорила, потому что он самодостаточный человек. И вы думаете, он не понимал, что у него дети? Что у него все, в принципе, нормально, у него семья. Но когда уже человек пришел к этому пониманию, что нельзя жить в такой стране, когда правительству плевать на свой народ, когда все уходит в определенные карманы, а люди работают за копейки, а при нашем положении географическом и развитии IT-сфер и все остальное можно построить шикарную страну, если это все будет во благо людей. Да, но у него был вот этот, когда переклинило, грубо говоря, вот он что-то такое снял, что... Потому что я смотрю его самые первые ролики на канале, это я вам сейчас буду об успешных предпринимателях Белоруссии рассказывать. То есть у него как-то совсем другой был посыл. А потом вот пошли эти новости, вот это. Да. Когда вот это его переклинило, что почему я живу в такой стране? А это надо по роликам отслеживать. У него изначально был другой посыл немножко, как бизнес в Беларуси развивать. А потом оказывается, что невозможно. Там палки в колеса, тут я палки хотел показать хорошее, а хорошего-то и нет. Да, так и было. А к блогерству именно его подтолкнула ситуация с домом, который он купил и не смог оформить до конца. Там здание, которое представляет собой историческо-культурную ценность. Но для того, чтобы оформить его как историческо-культурную ценность, надо было доказать, какие-то документы восстановить, которые давно были утеряны. И там, пока это доказываешь, уже крыша обвалилась. Там вот так вот снежным комом. И он хотел, понимаете, сделать маленькое свое дело, открыть. Там от этого дома недалеко церковь.
И для паломников, ну вот душа у него легла, сделать как, чтобы с детками приезжали. Да там не комплекс, там 2 комнаты, там ничего такого. Деревня рядом умирала, и он все время такой инициативный, вот возродить эту деревню. Вот хотелось ему что-то сделать очень хорошее. И вот он столкнулся с бюрократией в чистом ее виде. Да. Вы всегда разделяли вот эту риторику Сергея слишком агрессивную, что ли, когда вот он называл, да, там, таракан, дегенераты, варьё, вот эти все фразочки? Чтобы выразить свой протест против проведения парада таракана во время пандемии коронавируса, активисты предложили ударить автопробегом по бесхозяйственности и преступной халатности властей. Стоп, таракан! У меня вообще в натуре я очень мягкая, и таких слов от меня вы никогда не услышите. Но Сергей такой. Он открыто, что думает, то и говорит. И за это, может, я не всегда... Было мне не всегда комфортно, мне хотелось... Ну, как человек со своей колокольни судит, что, может быть, где-то помягче там... А что, это неправда, что ли? Что не украли, что не разворовали? Ну, как бы да, но... Это вот именно во мне сидел страх, вот это неуверенность, что вот, может, не надо так говорить, а то с тобой придут там. А у него достаточно было внутренних сил, чтобы не бояться и говорить открыто. Так кто прав? Человек или тварь дрожащая? Да. Политике, именно к самоотношению к политике нужно прийти, как к той же вере. Пока может что-то не случиться в твоей жизни. Ты к вере не придешь, потому что, был ты атеистом. Какая-то ситуация тебя подталкивают. Точно так же и в политике. Мы долгое время, да все это время мы не играли, люди белорусы не играли никакой роли для политической ситуации. Кто нас слушал? Никто. Кучка чиновников, которые сидели там и все решали, а люди исполняли. Так зачем интересоваться политикой, если ты ничего там не решаешь? Почему именно сейчас? Что их вот за эти 10 лет такого произошло? Во-первых, власть упустила интернет. И они так и остались в тех там 90-х, 2000-х, где центральное телевидение создавало повестку дня, все видели и верили тому, что показывают по телевизору. А тут наступил интернет, они этого не заметили. Что начали появляться люди, которые открыто говорят о проблемах, о коррупции. И, наверное, на это сразу закрывали глаза, не думали, что это так, выхлоп такой получит. Потом пришел ковид, когда люди увидели, что белорусы не значат ничего для правительства. Когда в тот момент, когда нужно было объединяться и помогать врачам, именно со стороны руководства, на них просто махнули рукой, бросили на баррикады с ковидом и никакой помощи не предложили. И люди сами начали помогать врачам. Покупали маски, собирали деньги на аппараты искусственной вентиляции легких. Образовались фонды, которые занимались закупкой необходимых каких-то товаров для борьбы с ковидом. Люди начали понимать, что мы и сами как бы справляемся. Да? Нас тут бросили, кинули. И наплевательское отношение почувствовали от властей. Когда у нас не объявили пандемию, хотя это было очевидно, и все страны вокруг нас это сделали, на самом деле я... лично я тоже понимала, что в нашей стране пандемия не нужна, потому что мы настолько экономически нестабильны, скажем так, что еще если бы мы объявили пандемию, оставили бы людей по домам, не пускали на работу, то очень быстро бы экономика вообще упала. Поэтому вот это решение как бы на тот момент еще президента я бы поддержала, если бы не хамское отношение. Когда нам с экранов телевизора говорят, что его просто не существует, лечитесь. Это все уже мемами стало, водка, тракторы. И так намордники вот эти, вместо масок он их называет. И об первом умершем человеке он с экранов телевизоров заявляет. Что он хотел? У него столько болячек, он попёрся на эту улицу. Это что такое? Ты, президент, говоришь с экранов телевизора такое на своих людей,
Если бы ты сказал, что да, у нас ковид в стране, ну давайте мы все вместе возьмем и с этим справимся. Мы не можем на пандемию закрыть страну, но мы можем помочь всем и каждому. Давайте это как народ пройдем вместе. Это отношение просто, понимаете? Он же настолько оторвался от реальности, ему настолько наплевать на белорусов, что он посчитал уместным шутить по этому поводу. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник этот. Антивирусное лекарство, самое настоящее. Дальше вот эти выборы, когда он начал одного за другим кандидатов удалять из этой гонки, инициативы, которые начали появляться по подсчету. Мне кажется, тогда он даже не верил, что вообще такое может быть. Он настолько не понимал, чем дышит его народ, чем живут белорусы, на тот момент его народ, я уже так сказала, что я больше чем уверена, что это для него тоже было шоком, что случилось. Он никогда бы не мог подумать, что белорусы скажут свое «я». Момент, когда Сергей пришел и сказал: пойду в президенты. Ну, не так было. Он приходит, говорит: меня просят баллотироваться. Ну, я говорю: ты же понимаешь, что невозможно в нашей стране, ты против кого идешь, это же уже система, режим, диктатура. Страшно было за него, конечно, потому что он То есть у вас, простите, у вас не было мысли: с ума сошел? Какие Нет. президенты? Это нормально звучало из уст мужа. Нет, так я так понимала, что к этому все ведет, что у него люди за ним пошли, за ним невозможно не пойти. Он такой очень харизматичный, и люди видели в нем силу. Понимаете? И я предполагала, что так и будет. Ну, может, не в президенты. Понимаете, баллотироваться в президенты – это не значит, что ты дойдешь до выборов в нашей стране. Поэтому вот захотелось, я же не буду его отговаривать. Он, я опять же говорю, самодостаточный, уверенный в себе, и если он примет такое решение, то его не отговоришь. У него есть эта внутренняя вот эта сила объединять людей вокруг себя, вокруг идей. Он просто доносил людям то, что оглянитесь, проснитесь, посмотрите, где вы живете. Вы боитесь потерять какую-то копеечную зарплату? Оно так и было, но кто-то так и остался, кто-то спит, кто-то ждет, а кто-то и проснулся. Большинство проснулось. Когда вы поняли, что его не зарегистрируют, мне интересно, как проходил ваш разговор, когда он говорит: иди и подавай за меня? Такого разговора не было. Он сидел в ИВС в этот момент. Да. И смотрите, он записал ролик о том, что он будет баллотироваться в президенты. И в Ютубе поставил его на день отстрочки как-то да. И в этот же день, когда он его записывает, его забирают в ИВС. А видео все равно выходит. Я, Сергей Тихановский, белорусский предприниматель и блогер, заявляю о своем намерении участвовать в президентской кампании в качестве кандидата в президенты. Я это видео вижу, я понимаю, что он принял для себя это решение. И мы начинаем собирать документы для него. Так, он вам ничего не сказал? Нет. Записал ролик? Да. Его в этот день забрали, увидела я ролик. Я начала готовить документы на регистрацию. Там же надо список волонтеров собрать, там куча бумажек. Я написала заявление от его имени, и нужна была его подпись. Я с адвокатом это заявление отправляю в ИВС, а адвокаты уже не принимают. Все. Когда у них надо, у них ковид, закрыли, все. Тихановский свою подпись дать не может. У меня была доверенность от него. Но госпожа Ильмошина сказала, что эта доверенность, когда уже в день подачи документов, в день рассмотрения документов, я была уверена, что его зарегистрируют, потому что доверенность с правом подписи. Она там еще похихикала, что а что, если можно по доверенности там и замуж выйти, что-то такое там. Не зарегистрировали. И это был последний день подачи документов. Это был четверг, пятница была последний день. Я прихожу домой, все. И документы его не взяли. Завтра последний день. Что делать? Надо же, для него это так важно было. Что? Давай я сама подам. Это было ваше решение? Он даже вас об этом не просил? Нет, он не знал об этом даже. Никто не знал. Я быстренько, давайте-ка там немножко... для меня подготовили документы, и на следующее утро я пошла подала. Это не был акт, как пойти дальше. Я знала, что меня не зарегистрируют. Но
Я уже подготовила накануне дня рассмотрения документов бурную речь в адрес главы ЦИК. Порепетировала ее, потому что я обычно спокойный человек. Но меня зарегистрировали. А вы когда принимали это решение, что пойду сама зарегистрируюсь, вы вообще понимали, какую на себя ответственность вы берете? Нет, тогда нет. Я же говорю, я была уверена, что меня не зарегистрируют. Потому что, понимаю, просто вы должны были отчитаться перед мужем, что даже я сделала все возможное. Даже это не то, что отчитаться, чтобы показать, что то, что важно для тебя, важно и для меня. То есть я хочу тебя так поддержать. Понимаете? Даже не отчитаться. Если бы я этого не сделала, что он мне сказал бы, что ты не занесла документы, он бы, наверное, тоже об этом даже не подумал, что там я вместо него могу сделать это. Или еще кто-то. А что Сергей сказал, когда узнал об этом? В тот день, когда я понесла документы, в день, когда принималось решение, утром я стояла перед дверьми ЦИК, и он мне звонит: «О, привет, дорогая». Его досрочно выпустили из ИВС. Я говорю: ой, класс, там выпустили. Он в Гомеле сидел, а я в Минске. Я говорю: я сейчас документы несу в ЦИК. Он не понял, думал, может, его документы. Ну да, хорошо, давай, позвонишь мне потом. И потом, когда он знал, что уже он был в Гомеле, пока вышел подстригся, помылся, ему рассказали. Он сразу был в шоке. Потому что это не свойственный мне поступок был, на самом деле. И он был удивлен, ошарашен, зачем она это сделала, оно и надо, она же не при делах вообще. А потом до него дошло, понимание пришло, что почему я это сделала, ради чего я это сделала, ради любви к нему. И он принял это, и я думаю, что он некрасиво так, наверное, гордился тем, что я сделала, потому что для него это вам не было это обидно? Что он так недовер... А не было, потому что я сама от себя такого не ожидала. Я сама о себе никогда бы так не подумала. А у вас вообще как в семье отношение к женщине? Такое же, как у Александра Лукашенко? Что она ничего не может, и что это у нас слишком много в Конституции власти у президента, что там может сделать девчонка? Слушайте, в каждой семье, конечно, по-разному. В нашей... у нас как так сложилось, что муж, папа главный. Такой патриархат в классическом виде. Да. Просто есть же разные я постоянно что-нибудь довысказываю. А есть семьи, что наоборот. За меня все муж решает, а я просто красивая, сижу, помалкиваю. Надо было так, чтобы я была дома, понимаете? И он не говорил: ты дома сидишь с детьми, я работаю. Он понимал, почему это делаю. Не упрекал, что ты на работу иди. Нет. У нас папа главный, но не прям патриархат. Решал, да. У меня в семье папа был главный. Вы первая в своем роду, которая почему-то решились на такой шаг, не спросив никого. Вы вообще с кем-то советовались раз? Вообще одна решали? Это не был, понимаете, такой шаг, что я знала, как он далеко заведет. Если бы я знала на тот момент, может быть, этого и не было бы. Я задала вопрос человеку, он от меня убегает, и я хочу получить ответ. Понимаете? Дело в том, что Вы ждали того, что его заберут? Не ждали, потому что это были законные мероприятия. Это были пикеты по сбору подписей, абсолютно законные, согласованные. И не имели права просто это делать. Как у нас много чего не имеют права делать и делают. И это была такая просто... С одной стороны, смешная провокация. Так это все глупо выглядело, как они не смогли, чему им учат, что они провокацию даже достойно провести. Что это женщина, которая пристала к ним с вопросом. Там он был на 3 метра, а этот милиционер упал, свистит. Так все комично очень было. Но это не помешало завести целое уголовное дело. Как вы узнали, что все, его забрали? Я смотрела стрим. Это было все в прямом эфире? Да, это все было в прямом эфире. И ваша реакция, мысли? Паника сразу, шок. Но я просто думала, опять, может, 15 суток. Вообще, это было в Гродно, и это была суббота. Его забрали.
Было ближе к вечеру. Ты же у нас в Беларуси не понимаешь, где человек находится, куда его завезли. Сразу на телефон. Такой-то весь Гродно обзвонила. Нету. Минск начинаешь звонить, тоже нигде такого нет. А куда звонить? В полицию? Да куда угодно. Во все РОВД начинаешь звонить. Во все ИВС. И в воскресенье утром я села, поехала в Гродно. Узнавать, где он. Проездила все РОВД. Нигде его нету. Никто не знает, где он. В пресс-службе никто не отвечает, как бы воскресенье, но уже с передачей сразу поехала. А потом, как оказалось, что его уже в воскресенье перевезли в Минск. Когда стало понятно, что это не на 15 суток? Я сейчас уже не скажу, наверное, в ближайшие дни, когда мы наняли адвоката и сказали, что это уголовное дело. По каким-то массовым беспорядкам. Ну, все настолько было притянуто за уши, что ты не верил, что это происходит. И к тому же вместе с ним, я сейчас не вспомню сколько, больше, наверное, 15 человек или до 10, вот сейчас их столько уже много политзаключенных, просто забрали вместе с ним. Кто-то просто шел мимо, просто кто-то стоял рядом, кто-то помогал подписи собирать. Просто человек сидит, волонтер, подписи собирает, его вместе со стулом несут в этот бусик и везут куда-то. Ну, это, как говорят, это Беларусь, детка. Да, такое ощущение, что про Россию рассказываете. По телевизору вам не покажут, что правительство хамит вам и обзывает вас. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что политзаключенные сидят за решеткой из-за своих убеждений, а не потому, что совершили преступление. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что врачам не хватало масок, и на них собирали деньги простые белорусы. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что альтернативных кандидатов посадили в тюрьмы, потому что за них было большинство. Но это правда. Вы понимали, что вы же кандидат, за вами тоже сейчас придут? Нет? Знаете, когда Сергея забрали, я понимаю, что я осталась одна, потому что в эти мероприятия по сбору подписей я тоже не вмешивалась. Ну, как бы я знала, что я кандидат, и я не думала, что... Никто же меня не знает. Ну, знает жена Сергея Тихановская. Я думаю, что и власти так думали. Кто там за нее вообще подписи пойдет ставить? А когда увидели эти многокилометровые очереди в разных городах, поставить подпись за какую-то домохозяйку, то вот они тогда испугались, и Сергея забрали. А вы сидели дома? Вы ждали, что сейчас к вам придут домой с обысками? Да, я, конечно, ждала, понимала, что... Потому что потом случилась дача с деньгами за диваном. Ко мне приехала мама Сергея помогать с детками, потому что я где-то начала там то с волонтером встретиться надо, то еще такое заявление в ЦИК отнести. Ну, как-то начала потихоньку включаться. И звонят из Гомеля, дача в Гомеле. Звонят, говорят, тут дача оформлена на маму. Вот, надо дверь открыть. Я говорю, мама, как бы у меня не можем. Он говорит, либо приезжайте, либо дверь будем ломать. Нашли машину, она туда поехала. И вот она приехала, наверное, в часов 12 утра. Начали дачу обыскивать. Один раз обыскали, ничего не нашли. Это все недолгий процесс. Мама, женщина около 80 лет. Второй раз обыскивают, ничего не нашли. Ждут каких-то высоких начальников. Около 3 часов ночи приехала 3-я группа. Начали искать опять что-то, все перерывать. И где-то там за каким-то диваном отодвинули. То есть то место, где явно искали первый, второй раз, находят деньги. И начинают они эти деньги пересчитывать. А там $900 000 оказалось. Это все такое психологическое давление на маму, и все тогда непонятно. И я ждала какой-то обыски в квартире. Естественно, знали, что уже забирают компьютеры, флешки, телефоны, то есть дети, там планшеты, все это... Все чистите? Да, я не чистила, я все это унесла из дома, потому что детские планшеты, они никому не надо, но они их заберут, а детям периодически надо. То есть сидела, ждала, скажем так, но никто не пришел. Правда, это чувство... вы уже на улице, да? И я позвала... Бабушка приезжала, чтобы посидеть с детьми, потому что мне надо было уходить, чтобы дома кто-то остался, чтобы не пришли, ничего не подбросили. То есть у нас не было такого, что мы оставили квартиру пустой.
А вот вы чего боялись? Что без Конечно. вас кто-то зайдет и что-то оставит? Да, естественно. А что, прийти, какой-то пакетик подбросить, там, не знаю, бутылку какую-то, да все что угодно. Они что, способов не знают? И пришли, нашли там наркоман, алкоголик, детей заберем. Да все что угодно может быть. И сидели дома, я прихожу, тогда уже можно сходить на прогулку. Какая веселая жизнь. Обалдеть. А детей вы когда увезли сюда? До Детей увезла, значит, к тому моменту. Ты же вот собираешь подписи, но ты должен их все сдать в определенном городе. Где подписи собирал, там и сдаешь. И вот как только я приехала в первый город сдавать подписи, только захожу в облсполком, мне раздается звонок, типа там попросили вас предупредить, что если вы продолжаете этим заниматься, ну, то есть участвуете там в всем, то вас посадят, детей заберут в детдом. А они представились? Сказал, это знакомый вашего знакомого. Ну, то есть вот так вот очень завуалированно. Мужчина. Типа а-ля по-дружески, да. Мне передали из тюрьмы, что там вот так вот. Был украинский номер. Ну, все, меня это выбило на полдня из колеи. Я была уверена, что все, мы сейчас разворачиваем машину опять на Минск. А вы сразу записали это видео, что вы меня поймали? Да. Мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей. Ну, с условием того, что я не должна продолжить эту поездку. Вот, и сейчас, передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба. Вот, я думаю, что мой выбор будет очевиден. Поэтому я прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению. Вот, и хочу сказать, что если бы Сергей был на свободе, он бы сказал вам не сдаваться. Это просто эмоции? Это Вы знаете, это была эмоция. Это мне нужно было... Если вдруг я откажусь от этого всего, чтобы людям объяснить заранее, почему это сделала. Я это видео записала, и потом... Я была уверена, что я все. Это где-то в 9 утра произошло, и до 12 часов мне позвонили, сказали, что Света, там нельзя останавливаться. Люди ждут. Как это так? Такой путь все прошли. Давай мы детей увезем, мы тебе поможем с детьми. И тогда я подумала, что да, нельзя сейчас останавливаться, тем более могут и потом не зарегистрировать, можем и подписи достаточное количество не собрать, все может быть. Но если я знаю, что мои дети в безопасности, я могу спокойнее себя чувствовать. И достаточно быстро организовали эту поездку. День, когда вы объединили штабы. Кто кому позвонил? Это было сразу после объявления того, что я прошла. А все остальные Бабарика уже сидел, да, его не зарегистрировали, и Цепкала не зарегистрировали. Мы понимаем, что нужна какая-то программа. Я думаю, что ответственными считать можно штаб Виктора Бабарика. Я не знаю, как они пришли к этому решению. Пообщались сразу, кто, что от компании этой хотел, какие у нас цели. Цель одна у нас, чтобы Лукашенко ушел. У Бабарика уже была очень хорошо налаженная система. У них уже начала действовать, они уже разрабатывали эту альтернативный подсчет голосов, систему. Уже у них она была в разработке. Мы как-то поняли сразу, что вместе, втроем мы сможем больше. Мы сначала поговорили все вместе, потом остались 3 девочки, остальные ушли. И за 15 минут мы переговорили, 3 пункта нашей будущей программы совместной обрисовали, и все. Вы посмеялись, насколько по-голливудски это выглядит? Ой, мы тогда хихикали, что вот женщина там все за 15 минут можно решить. Это просто, наверное, все витало в воздухе. Беларусь не принадлежит политикам, президентам, партиям или группам. Беларусь принадлежит только себе и своему народу. Но это случайность, это не то, что красивый политический ход. Но если это и был чей-то ход, чей-то прям задумано так было, то это было очень дальновидно и красиво спланировано. Нет. Потому что мы могли отказаться, понимаете? А так у меня политических амбиций не было. То есть меня абсолютно устраивала программа, что новые выборы. Нашу страну должен управлять сильный человек.
Ну, именно потому что я все-таки слишком мягкая для... Может быть, я как президент и годилась бы в стране, где все уже хорошо. Понимаете, нужно просто немножко доброты. И материнства, да? Да. Но, скорее всего, если бы я осталась на своем месте одна, я бы придерживалась линии Сергея. Он бы хотел бойкотировать выборы. Только таким образом, неявкой мы можем показать, что никто не голосует за Лукашенко. Потому что он считал, что тот, кто баллотируется и надеется на честные выборы, тот, как он сам говорил, преступник. Я очень долго, на самом деле, переживала по этому поводу, что мне же пришлось решение принимать без него, а он выборы хотел бойкотировать, а мы объединились для того, чтобы провести именно эти выборы и показать, что они сфальсифицированы. И когда вот первый раз пошел адвокат с такой вестью, что так вот, я очень переживала. Но он сказал, что я ей доверяю, она знает, что делает. Это высокая оценка от мужа. Ну да, учитывая, да. Как вы провели ночь перед выборами? С 8 на 9 я провела дома. Я знала, что 9 числа я пойду голосовать у себя на участке. А вот с 9 на 10 мы решили остаться в целях безопасности на штабе у Виктора Бабарика. Потому что вообще интернета не было. Были слышны какие-то хлопки, и ты не понимаешь, что происходит. И потом демонстрация подошла ближе вот к окнам, к штабу, и это было так страшно. Вы ожидали, что столько народу выйдет? Вы знаете, ожидала. Потому что я не думала, что со стороны силовиков будет такое насилие. Когда мы увидели первый честный протокол, а потом их стало больше, больше и больше, и когда власть увидела, что люди вывешивают честные протоколы, они перестали вывешивать их вообще. То есть результатов мы по итогу до сих пор не знаем, никогда не узнаем. Начали какие-то людей разгонять, членов комиссии выводить, как будто им что-то угрожало. Там через окна вылезали эти люди. Ну, что вообще странное происходило? Понятно, что это происходила фальсификация. Они прямо в первый вечер устроили, как потом оказалось, мы тоже подробностей не знали, такую брутальную зачистку людей. Это было страшно. Из этих зачисток была, я не знаю, какой-то случай, который вообще вас вывел из колеи? Вы же следите и до сих пор следите за тем, как людей забирают на улице. Что вас больше всего поразило? Я думаю, что самыми страшными все равно останутся те 3 дня, когда людей пытали на Окрестину, когда людей насиловали в автозаках, когда вырывали волос. То есть это, понимаете, каждый этот... Это мы, наверное, не все знаем, потому что, может, не каждый нашел в себе силы рассказать, что с ним было. Это стыдно и неудобно, и не каждый человек на это решится. Потом начали, когда появляются фотографии избитых, когда начали появляться видео, как люди там кричали, когда очевидцы рассказывали, как были полы залиты кровью на Окрестино. Вот это был самый страшный момент. Потому что людей забирали на Окрестино больше 15 000 человек, и люди потом, просто когда начали выходить, мы начали осознавать весь масштаб тех ужасов, которые произошел. Там просто море крови, что там такое садистское отношение было, когда люди стояли вот в этих позах неестественных на полу, на холодном, целую ночь, и их били, отрезали волосы, и потом начали выходить еще фотографии и заключения с больниц скорой помощи, какие там травмы. То есть, когда вот эти истории стали появляться, тогда начал накрывать вот этот весь ужас. Но люди уже выходили, все, они уже увидели, что произошло, и это фальсификация выборов, она просто отошла на второй план. Вы плакали? Я уже была в Литве в этот момент. И оно и так было такое, знаете, состояние психологическое ужасное. И ты просто не веришь, что это происходит. А у вас не было такого, знаете, что это я все устроила?
Я когда-то расскажу историю, каким образом я выезжала, что было в ЦИКе, как на меня это повлияло психологически. Нашлись. Хорошо, что со мной рядом были люди, которые доступно мне объяснили, что не ты. Это не твоя вина, что людей бьют. Ты при чем? А в ЦИКе вам всячески пытались сказать именно то, что я говорю, да, типа, что это ты все сделал. Поэтому это только режим, это только выполнение преступного приказа. Все, ни один человек на улице не виноват. Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборе главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. Берегите себя и своих близких. Светлана, то, что вы не рассказываете то, что произошло на этом диване в ЦИКе, это это и есть сделка, это и есть уговор, что... Нет, я думаю, что это все-таки защитная реакция. И я просто, понимаете, можно как-то... Что-то можно... Я могла бы что-то рассказать, а что-то не могла бы. Так вот, чтобы не вырывать кусками... А что значит, что могла? Я просто... Существует ли уговор, по которому вам сказали, мы тебя отпускаем по добру, по здорову, но ты ничего не рассказываешь? А вот не буду говорить ничего. Я расскажу эту историю когда-то всю целиком, от начала и до конца. Лукашенко, когда сказал, что вы попросились к детям, мы попросили 15, и вам дали $15 000, это правда? Слова президента. Правда или неправда? Он столько всего говорил, что люди сами знают, правда это или неправда. Он и до этого какие-то заявления делал по моему поводу. Я их тоже никак не комментировала, связанные с этой историей. У нас люди знают, почему так происходит, почему людей выбрасывают из страны, каким образом это происходит. Если бы я уехала и ничего больше не делала, тогда могли быть вопросы ко мне, понимаете? Какие бы там ни были договоренности, недоговоренности, это уже все неважно. Потому что когда ты переступил очередной раз через любые страхи, которые в тебе, и продолжаешь это делать, то это все неважно, что было. Важно, что ты делаешь сейчас. В первом видео вы читали по бумажке свой текст или чужой? Я когда-нибудь расскажу вам всю историю. Но могу сказать, кто сыграл большую роль в том, что я это все продолжила уже из Литвы на самом деле. Потому что я приехала в очень плачевном состоянии сюда. В психологическом я имею в виду. Тяжело дальше это все было продолжать. Через, я, наверное, была пару дней вообще в ауте. Мне важно было мнение белорусов, конечно, что они вообще думают по этому поводу. Я понимала всю свою ответственность. Мне казалось, что меня будут осуждать. Вот уехала, бросила. Но потом я поняла, что люди меня поддерживают все равно, что они понимают, почему мне пришлось уехать. И были все рады, на самом деле, что я в безопасности. А что вы делали эти 2 дня? Из угла в угол ходила, не ела. Такое полуобморочное состояние. Ничего не хочу. И первый человек, который мне позвонил, это был министр иностранных дел Канады. А что он сказал? Здравствуйте, Светлана, министр Канады? Да, типа того. Беларусь для нас сейчас героическая страна. Мы видели, что происходит у вас. Это ужас. Мы с вами, мы вас поддерживаем. Я поняла, что наша ситуация обсуждается в мире, потому что мы тогда были без интернета в первые дни. Потом на пару дней вообще выпала из жизни. Опять повторюсь про состояние. И я поняла, что надо продолжать. Раз подключились другие страны, мы можем рассчитывать на какую-то поддержку.
политическую, да, на давление какое-то, что весь мир увидел то, что произошло, все эти зверства, которые были на улицах Минска. И, ну все, опять в который раз сами белорусы, в этот раз уже мистер Шампань, подтолкнули меня, спасли, вытащили из вот этой вот апатии. Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Ну, вот эти видео постоянные, ну, как 2 раза, да, вы как бы эмоциональные. Вот мне сейчас плохо, ребята, я вам со слезами на глазах в этом признаюсь. Вообще в мировой практике, мне кажется, для политика это такая слабость. Ну, как она могла вроде как. А вас, наоборот, народ типа, нет, пошли, ты можешь. Вам это не поражает, что они вам не дают сдаться? Потому что в этой всей кампании вот этот лозунг, который как бы банально приевшийся, один за всех и все за одного, он сработал как никогда. Потому что люди поддерживали друг друга, и они понимали, что только вместе. Вот я за них, за людей, вот сейчас выступаю, там я беру этот весь удар на себя, а вы за меня. То есть я без вас никто. Я одна ничего не сделаю. Если вы мне в какой-то момент вам покажется, что я что-то не так делаю, вы от меня отвернетесь, ну все. У нас вот эта горизонталь, которая образовывается, когда у нас дворовые чатики, когда у нас белые халаты, там студенты, медики, они самоорганизовываются. Я — это ты, а ты — это я. То есть как только мы вместе, я с вами, а вы со мной, потому что по-другому не получится. Вы мне дали право, скажем так, говорить от вашего имени, а я такой же человек, как и вы. Я представляю вас. То есть на моем месте может быть любой. Я никогда там не говорила, что я лидер, там еще кто-то. Нет. Я вот точно такая же. Вы, люди, это вы мне дали право быть на этом месте. Это ваша заслуга. Поэтому это было единственное тогда мое вот селфи, когда я должна была как-то объяснить свой отъезд. Я это сделала коряво, все. Но я не могла просто вот взять, исчезнуть и ничего людям не сказать. Уже их реакция, я ее ждала напряженно очень. Как оно вообще все будет там. Ну, опять будут люди, только люди. Посмотрите, там Светлана не блестит подбородок. Может быть, попудрить чуть-чуть? Ага, можно мне мою сумку? Да, можно я посмотрю ваши приемники еще? Имидж, он у вас меняется разительно. Вы по-другому стали одеваться, макияж, прическа. Над этим кто-то работает? Над макияжем сама. Ну, какой у меня макияж? Я никогда не красилась. Вот в обычной своей жизни никогда не красилась. Мне было некуда, и как бы я необходимости в этом большой не видела. Сейчас, конечно, понимаю, что нужно, потому что камеры, люди смотрят, встречи, это надо. Крашусь сама, что делать? Мне провели один мастер-класс, после которого я кое-как там намазала, но приходит все с опытом, оказывается, я об этом не знала по поводу лица. Одежда. Девочка была режиссер, которая случайно попала на съемки какого-то обращения. И говорит, я бы хотела помочь. Вот можно ли вам таким образом? Но я же женщина. Конечно, можно.
То есть это не то, что кто-то из вас, как вы говорите, из домохозяйки делает такую железную леди, и сейчас мы все изменим, я буду... Ой, ну вы знаете, что не в одежде дело. Оно понятно, это имидж, это должно... Ну ты же не можешь поехать в спортивном костюме к Макрону навстречу. Это же только внешняя сторона. Все, что происходит, это все-таки внутри. И все приходилось очень быстрыми темпами всему учиться. И какие-то протоколы. Это же все новое. По протоколу ты должен стоять там, выждать 2 минуты, пока появится. Это было с президентом Словакии. Значит, там целая процедура. Ты выходишь, ждешь 2 минуты ровно. Через 2 минуты выходит она. Вот как-то это протокол такой. Это интересно. Много чего, конечно, случается в первый раз в жизни. Первый раз я полетала на вертолете. Да. Это такие нюансы, которые, как бы оно интересно, но ты понимаешь, для чего ты здесь, для чего это все надо. И это все, мишура такая. Вот вы мне скажите, у вас со времени, как вы подали все эти подписи и все вот это завертелось, у вас есть какие-то занятия по политологии? Нет. По дипломатии? С вами никто не занимается? Нет. Все мы учимся на ходу, в сжатые сроки. Ну, в смысле, завтра ты встречаешься с Меркель. Да. Давай обсудим, о чем вы будете говорить. Так это происходит или как? Ну, не то чтобы давай обсудим. Мы знаем, о чем говорить. О ситуации в Беларуси. Это больная тема. То есть ты знаешь, как о ней говорить. Но ты через себя это все пропускаешь. Ну что, те же не говорят, там, скажи то-то, то-то и то-то. Это известно, что нам нужно сейчас. Нам нужна поддержка, нам нужно давление внешнее. Поэтому там ничего сложного. Ты, конечно, немножко волнуешься перед встречей как с человеком, политиком весомым. Кто был первый, с кем вы встретились? Премьер-министр Литвы здесь. Как вы готовились? А никак. Я не знала, что я к нему еду. Возможно, меня не хотели пугать, потому что тогда это звучало ого, целый премьер-министр. Но потом ты понимаешь, встреча за встречей, что они обычные люди, которые хотят тебе помочь, поддержать изначально морально, потому что все понимают, что ситуация такая тяжелая, как люди оттуда уезжают, и что сейчас делают люди в Беларуси, это подвиг. Поэтому они это просто люди, которые хотят помочь. Это мы привыкли, что у нас, если чиновник, то это встретиться с ним как знаете, звезду царем, с неба. Да. Угу. А здесь все абсолютно другое отношение. Я имею в виду здесь и в Литве, и потом и в Польшу поехали. Была первая моя, скажем так, бизнес-поездка в Польшу. Очень все просто. Тебя просто слушают, с тобой обсуждают что-то. Никто на тебя свысока не смотрит. Несмотря на то, что какой ты политик, да, ты как у нас любят меня обижать, домохозяйка. Меня это не обижает, чтобы они там все знали. Вот. И отношение совершенно другое. Да, ты домохозяйка, ты попал в такую ситуацию, но ты следуешь плану. Ты восстала против этого режима, как и миллионы белорусов. Донести всю ту боль, что чувствуют белорусы сейчас, чтобы передать ему, чтобы они там пошевелились со своими заявлениями, со своими решениями. Конечно, мы очень рады, что так страны подключились к белорусскому вопросу, столько поддержки, и кто-то очень быстро санкции. Пускай это не большой список, но все равно это месседж, что мы следим, мы с белорусским народом, мы с вами сражаемся. Вы объявили ультиматум. Да. Вы понимаете, что вы сейчас, все поставили на карту? В том плане, что если ничего не выйдет, и никто не будет бойкотировать, и ничего не произойдет, то вы потеряете все. То есть я сейчас свергну вас и не свергаю. И что? Люди забудут, что это все было в нашей жизни? Они спокойно, ничего не случилось, пойдем-ка мы дальше на работу. Но это ослабляет вашу позицию, вы понимаете, если это не случится? Это не ослабляет позицию народа и их воли. Понимаете? Я всего лишь озвучила то, чего
просит народ, чего просят белорусские люди. Я и так слишком долго сглаживала, понимаете? Я вот, это был посыл от людей. Давай-ка уже дедлайн для человека. Пускай все, уже сколько можно. Ну а что не получится? Все получится. Мы знаем, что белорусы хотят этого так же, как и мы. Мы боремся. Ну вот смотрите, давайте хотя бы на тему, там, я не знаю, забастовки. Ведь понятно, что тогда в августе уже начинались эти забастовки. Да. И все равно до конца не все предприятия на это пошли. Да? Тот же там Беларускали или там Нафтан, они на это не пошли. Сейчас вы почему уверены, что они на это пойдут? Тогда это все было стихийно, на эмоциях. А сейчас было время у людей организоваться. Нам не видны какие-то процессы, они идут внутри предприятий. Ну как, почему вы уверены, что все, страна встанет? А я не уверена, я верю. Но никакой работы вашей, с вашей стороны в Беларуси по этому поводу не ведется. Вы просто вот это объявили, вам показалось, что люди на это пойдут, и вы в это верите. А вы что, считаете, что я сама какую-то работу веду в Беларуси всю? Я не знаю, как. Нет. У нас все сейчас основано на самоорганизации. Я что, дворовые чатики ходила, организовывала? Нет. Я что, организовывала рабочую группу «Белые халаты» медиков? Нет. Бабушек организовывала, которые вы хотели? Нет. Все сами. Поэтому я несу ответственность, и каждый человек сейчас в Беларуси несет ответственность за перемены, которых мы так ждем. Это не на мне, не на нем, а на всех. Если ваше желание достаточно сильное, если ваша воля к переменам сильная, то у нас все получится. Случиться может всякое. Я говорю, я не уверена, но я верю, как верит каждый белорус. Но как бы там ни пошло, мы будем продолжать бороться. Смотрите, на стороне Лукашенко сегодня силовики, успешные там госпредприятия, чиновники. А вы как-то вот понимаете, почему они до сих пор за него? Я могу понять, почему за него силовики. Потому что это такая уже выстроенная система. Он их держит рублем. Он их... Некоторые там, наверное, вообще зомбированные. Это люди с таким взглядом, как мне рассказывали, я не видела. Что они вообще не понимают, что они делают. Ну, так зверствовать, это... нормальный человек такого делать не будет. У них, я так понимаю, что очень высокие денежные премии, зарплаты. Чего же они так с таким усилием, так усердно бьют белорусов? Наверное, за что-то. Их держат на материальном крючке, скажем так. То, что заводы на его стороне, это неправда. Руководители, да, потому что его все боятся. А заводы это что? Это люди, которые там работают. Большинство, не буду называть эту цифру, против. Кто-то может об этом открыто сказать, а кто-то нет. И за это людей мы осуждать не можем. У каждого свои причины могут быть. Страх сковывает высокие чины, боятся. Там явно, может быть, на каждого компромат какой-то. Я не знаю, за счет чего их держат. Как так можно бояться одного человека, чтобы высказаться против? Вот люди обычные, которые выходят на демонстрации, они намного более свободны, чем люди, которые сидят в администрациях, в правительстве. Светлана, а вы пытались действовать, как не к ним обращаться, да, как там вы обычно это делаете, как лидер, а как женщина обратиться к их женам? А мы, по-моему, и обращались к их родственникам тоже. Я думаю, что их родственникам очень стыдно, что у них такие муж, сын, брат, не знаю. Но в них сидит тот же страх. Страх перед ответственностью своего родственника, страх перед тем, чтобы потерять государственное жилье, потерять те деньги, которые этому родственнику платятся. Я не знаю. Но мне было бы стыдно за такого родственника. Вы понимаете, что мирный протест
не приносит результатов. Почему? Ну почему Сколько не все приносит? это продолжается? Я вам говорю также вот на нашем Хабаровске российском. Люди ходят бесконечно. Я очень горда этими людьми. Когда я там была, я прям расплакалась на митинге. Я понимаю, о чем вы говорите, когда вот это единение людей. Но это не приносит результатов. Власть ничего не слышит и ничего не делает. Вы думаете, что если бы мы не выходили на протесты, Лукашенко поехал бы в СИЗО? Если бы мы не выходили на протесты, не было бы расколов в том же ОМОНе, а он есть, его просто не видно. Столько силовиков обращаются почти каждый день в инициативы по релокации. Есть раскол. Не выходили бы каждый день, ну, возможно, перемена в сознании, понимаете? Мы едины, мы выходим, мы значим в этом государстве. Наши голоса имеют значение. Это очень много значит даже для самих людей. Понимаете? Что люди начали общаться между собой во дворах. Это такая вот горизонтальная демократия, понимаете? Они знают, что они будущее нашей страны. Все это люди, которые выходят, выходят за будущую Беларусь. Там, будьте уверены, там происходят процессы, которых, может, и не видно, но они идут. Вы понимаете, конечно, невозможно мирным процессом сбросить правительство, которое 26 лет выстраивалось. Вы представляете, там просто вот такая вертикаль, что ни одного лишнего человека нет. Ну и там уже даже раскол есть. Ну, вам кажется, что не нужно переходить к более Нет, партизанским методам? Будем так партизанским они уже есть. И это движение очень-очень результативно. Я говорю, лучше быть партизаном и нарисовать где-то маленький флажок бело-красно-белый, чем не делать вообще ничего. Бросить листовку – это уже капли в море. Да все что угодно, понимаете? Мелочь, какую-то ленточку повязать бело-красно-белую. Ты не можешь говорить, ты не можешь выходить на демонстрации, там дети у тебя, или мама дома старенькая, нельзя, чтобы тебя забрали, некому за ней будет ухаживать. Это как пример. Ты пойдешь листовки, вот бросишь просто в почтовый ящик, распечатаешь. Даже если не бросишь, распечатаешь, волонтерам отдашь. Это твой вклад. Ты можешь это сделать, ты это делаешь. Это лучше, чем сидеть и... Ой, да, я там против этой системы, ну дай-ка я там полежу, посмотрю, чем это все закончится. Я тут ничего, хорошо. Чего я буду лезть? Но так большинство и думает на самом деле. Если ваши угрозы не срабатывают, и народ... Все, митинги рассосались, ничего не случилось. Вы что делаете? Я не вижу такого исхода событий, что ничего не происходит, и митинги рассосались. И... Нет, так не случится просто. Ну, не понимаете, не может быть, что вот он, ультиматум на него там не подействовал, все, значит, все, ребят, баста, расходимся по домам, дальше живем при этой диктатуре. Ну вы что? А как будет? Дальше, сражаемся дальше. У многих народов это много времени занимало. Мы просто к тому... Ультиматум для людей, которые вот в это время вы для себя решите, вы где? Вы с людьми или вы при этом кровавом режиме? Решите для себя, вы готовы дальше жить вот в таких условиях, как скот? Что вас никто не слушает, не слышит, на вас с телевизоров несут всякую чушь? Либо вы человек? Вот он, это ультиматум для каждого человека в Беларуси. У вас нет страха, что если все случится, как вы хотите, мужа выпустят, что вы два новых человека друг с другом встретитесь и, возможно, не найдете общего языка? Вы знаете, у нас была достаточно разные ситуации в жизни семейной, из которых мы выходили. И я думаю, что мы справимся и с этой ситуацией тоже. Если мы... Так окажется, что мы будем разными людьми. Хотя я
сильно человек не меняется. Тот костяк, который был, да, те основные чувства, которые в тебе, куда их? Я его как любила, так я его и люблю. Если он выйдет, не знаю, чего бояться, слишком обозленным? Каким Тем, что у него жена теперь имеет свое слово и совершает такие поступки, на которые раньше даже не могла решиться. Да, но он все равно остается моим любимым мужем, и он все равно остается главным в нашей семье. Сергей нормально это воспримет? Я думаю, что да. Я не знаю. Я надеюсь, что все будет хорошо, что у нас не будет... Я не вижу причин конфликтовать, если честно, по этому поводу. И то, что там... Слушайте, а что во мне поменялось? Свет, я вам в этой программе 2 фотографии ваши поставлю. Вы даже по лицу по своему посмотрите, как вы поменялись и как изменился ваш взгляд. Я не знаю. Все равно, когда я думаю о муже, все равно у меня не каких-то лидерских качеств именно по отношению к нему. Как-то у меня не возникает. Я знаю, что он выйдет, и он все возьмет в свои руки опять. Я спокойно отойду на второй план, не знаю, в борьбе, если она нужна будет еще, понимаете, эта борьба. Мы же надеемся, что мы победим, и тогда мы просто будем плечом к плечу строить будущее Беларуси. Понимаете? А чего бороться-то? Сергей смог бы быть мужем президента? По характеру своему? Мужем президента? Да. Смог бы. Куда денется?